Всем привет! Ну что, сегодня у нас будет лаванда. Хорошее дополнение для наших букетов, тем более часто хочется добавить туда именно маленькие цветочки. Я немножко посидела, подумала, и мне захотелось сделать лаванду более похожую на настоящую. Но, конечно, она у меня размером побольше, так как очень маленькую лаванду сделать сложно. Но все же я сделала несколько раскрытых цветочков и также закрытые бутончики. Все веточки можно делать разными, поэтому тут уже думайте и выдумывайте сами. Также использовала проволоку, у меня проволока толщиной 0,7 мм. Ну и сама гофрированная бумага. Фиолетовая 17Е2 и оранжевая 581 номер. Берем небольшие кусочки и начинаем сборку. Берем оранжевый кусочек, и я его скручиваю в трубочку и прокручиваю. Мне этот момент похож на работу с фоамираном. Я не буду склеивать нашу трубочку, так как впоследствии мы все равно ее закрепим клеем. А теперь лепестки для нашего цветочка. Они у нас будут очень маленькие. На один цветочек нам понадобится 5 вот таких лепесточков. Я беру кусочек бумаги и вырезаю лепестки. Ширина лепестка приблизительно 5 мм. Она может быть также и менее 5 мм. Это уже я делаю на глаз. После того, как вырезали все лепестки, я ногтем немножечко выгибаю и делаю выгнутую форму лепесточком. Лепестки готовы, тычинка готова, а теперь начинаем собирать. На каждый лепесток я буду наносить маленькую-маленькую капельку клея и приклеиваю на верхушку нашей тычинки. И такой вопрос. Если вы работаете с бумагой и вы знаете идеальный клей для работы с цветами, напишите, пожалуйста, в комментариях. У меня ПВА клей настолько жидкий, что он не держит вообще бумагу. Ну а горячий клей в такой работе все-таки не очень удобный. Хочется использовать какой-то клей, который не будет виден на бумаге. Но в этих цветочках нужно наносить клей и работать с клеем очень-очень аккуратно. Также я работаю с пинцетом, и после того, как все делаю, я убираю все ниточки и весь клей, который у меня вылез наружу. Приклеили все наши лепестки по кругу. После этого я их выгибаю и срезаю ножку нашей тычинки. Срезаю я немножечко под наклоном, чтобы потом наш цветочек было удобнее приклеивать. Если сверху наша тычинка немножко торчит, ее можно срезать, чтобы она была на одном уровне нашего цветочка. На свою веточку я буду использовать 3 цветочка, можно использовать много, можно использовать мало. Ну и сами закрытые бутоны. На сегодняшнюю веточку я использовала 13 штучек, но вы же можете их делать как больше, так и меньше. Беру то, что у нас осталось, и вырезаю вот такие лепесточки. Для такого бутончика можно использовать как 2 лепестка, 3, 4, зависит от того, какого размера вы его хотите. Чем меньше сам бутончик, тем меньше количество лепестков. Скручиваю в трубочку, наношу капельку клея. И все хорошенечко снизу склеиваю. Немножко прокручиваю между пальцев, чтобы снизу у нас цветочек стал более тонкий. Также из отрезков бумаги я делаю сами листья. Они могут быть разного размера, как большие, так маленькие. Я делала их не больше 5 мм. И из остатков сделала вот такие маленькие, не знаю, ниши, листики, ну что-то такое. Мы их будем вклеивать между нашими цветочками снизу, чтобы добавить еще более естественного вида.
А теперь начинаем собирать. Наношу капельку клея и начинаю приклеить свои цветочки. Приклеиваю я их друг к другу, близко. В промежутках между цветочками можно вклеить сам листик зеленый. Делайте это все аккуратненько, чтобы у вас клея не было видно. И таким образом формирую верхушку своей веточки лаванды. Также зелеными листьями я заклеиваю и снизу нашу веточку, закрывая промежутки между цветами и весь клей, который у меня виден. После этого я буду тейпировать свою ножку. Берите для тейпирования бумагу не более 5-7 мм, для того, чтобы у вас была более аккуратная ножка. И уже после этого где-то на расстоянии 3 см я буду приклеивать опять наши цветочки. Но так как я люблю делать работу очень аккуратными, во время работы я весь клей, все недостатки убираю пинцетом. Мы приклеили еще цветы на нашу веточку. Снизу опять мы все закрыли листиками и опять тейпируем нашу ножку. Во время тейпирования я также добавляю и зеленые листья. Все, до конца доделали, убрали все ниточки, подкрутили листики, и на этом моя веточка лаванды готова. Мне нравится результат. Единственное, что
На него, конечно, уходит много времени, но если вы любите делать свои букеты более реалистичными, если вы любите делать их красивыми, то это того стоит. Ну а также, если вам понравилось, ставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пока-пока!